Друзья, поздравляю с Днем Знания всех знающих и не знающих, жаждущих узнать людей. По этому случаю в нашей школе скидка в 50%, неделю продлится на все видеоуроки, включая курс «Морской пейзаж». Заходите на сайт. Святослав Камнибула. Я сейчас художник, рисовал хорошо с детства, и учитель по рисованию, скорее всего, выделял меня среди одноклассников. И вот я помню, на каком-то уроке мы рисовали вазу с натуры, и я подумал, дай-ка поэкспериментирую. И помню, рисовал без отрыва карандаша, круговыми линиями, свободно с экспрессией. Получилось не то, как нас учили, но точно что-то необычное и интересное. Мне было интересно. И помню, учитель подошел, посмотрел на рисунок и сказал: Сергеенко, с каждым днем ты рисуешь все хуже и хуже. Как вам такая установка для ребенка? Да ужасная установка. Я считаю, что ребенка нужно поддерживать в любых его экспериментах, начинаниях, увлечениях. И самый лучший стимул – это пример. Боюсь, что ваш учитель не показывал вам свои работы, свои выставки, своих работ. Такое редко происходит и в академической среде. И уж совсем редко, когда педагог рисует вместе со своими студентами. Ну, чтобы заразить, показать, как он это делает. И это даже лучше работает, чем какие-то лекции, чем просто сказать, что хуже и хуже ты все рисуешь. Ну, так можно вообще отбить любую охоту. И куда это приведет? Я помню, одна знакомая рассказывала, что любила шить на швейной машинке. А ее мама все время говорила, что у тебя ничего не получится, не получается, и вообще ты не умеешь, и никогда ничего не получится, не будешь шить. Ну, естественно, она и забросила это шитово. Лариса Бриль услышала мнение искусствоведа, что содержание живописи зависит от того, интроверт ли художник или экстраверт. Интроверты выражают свой внутренний мир, например, Шагал, а экстраверты рефлексируют на внешний. Что ты думаешь об этом? Да мне очень трудно, Лариса, отделить внешнее от внутреннего. Вот ты смотришь, например, на цветы, на природу. Это что? И свет, да, залил полянку, и ты берешь краски и пишешь. Это выражение чего? Внутреннего? Или ты внешнее материализуешь на холст, внешнюю красоту? Ну, не знаю, я очень просто к этому подхожу. Если ты любишь жизнь, если тебя восхищает вот все вокруг, и ты смотришь как композитор, то есть сочинитель композиции, то ты берешь и делаешь так, наилучшим образом, так, как никогда не делал. И пусть все смешается, и внешнее, и внутреннее. Не знаю, я что-то путаюсь в этом. Друзья, помогите, прошу помощи. Любящий человек – это что? Интроверт или экстраверт? Вот вы любите мужчину, и он вас любит. Где там есть граница между вашими любовями? Или это как вот все перетекание такой энергии из одного сосуда в другой? И не разберешь, где ваша любовь, где его любовь. Просто есть любовь, все. Это нечто объемное, где что граница внутри тела. Тело – это что, граница, что ли? Вот в любови где-то вот здесь располагается. А есть такие штуки, когда человек еще не появился из-за угла, а ты уже чувствуешь его присутствие. Как тогда быть с этой границей? Это что, внутри или вне? Чего, кстати? Телефон у вас, например, Лариса звонит, кто-то вам звонит, подруга. Вы же без труда знаете, кто сейчас звонит вам. Или какой-нибудь спамер какой-нибудь там рассказывает про, что вам оформлена кредитка. Ну, чувствуете же? То есть границы очень такие широкие, расплывчатые. Николайн. Почти все люди, которым я дарил картины, их не оценили. Хотя на тот момент это были лучшие работы. Часто видел эти работы за шкафом или на шкафу, или вообще непонятно где. Но интересный факт,
когда они узнавали, что мои работы покупали за очень хорошие суммы, я начал замечать, что картины в багетах и висят на видном месте. Это было очень неприятно. Душевное потребительское отношение абсолютно недооценивающее меня как художника. Вот поэтому у меня сложилось мнение, что те, кто покупает картины, чаще действительно ценят. Ну, конечно, я согласен с вами. Мне тоже приходилось дарить картины, и я это делал, я понимал, что мой друг любит то, что я делаю, но не очень в этом разбирается. Я предложил ему выбор. Просто несколько работ поставил и сказал, что хочу подарить тебе работу, какая тебе больше нравится. Он сказал, я ее и подарил. Тогда снимается всякое неудобство. Но может и так быть, что ты поставил 6 работ, например, ему ничто не нравится, но он указывает пальцем. Вот тут как быть? Ну, должны как-то почувствовать, да, действительно ему искренне нравится или нет. Но в моем случае он просто рассказал, что вот это сдержанный пейзаж, там вечерний, вот у него какие-то эмоции возникли. Но я понял, что да, все нормально. Ну, а в вашем случае, когда они узнали, что ваша работа дорого стоит, да, они переменили мнение. То есть для них мнение окружающих важнее их собственно. Собственно просто еще недоразвито, его нет, оно не сформировано. Мы люди простые, мы не понимаем в живописи, что он там, мазню какой-то. Но раз другие покупают так дорого, наверное, значит, это имеет ценность. Давай повесим в дорогую раму, и просто будут к нам приходить, и мы будем почти гордиться, что мы рядом стояли, мы тоже разбираемся, и, в общем, мы в тренде. Я думаю, у каждого были подобные истории. Расскажите. Это очень интересный вообще факт. Софья Демская, наблюдая за вашим творчеством, обратила внимание, что вы часто пишете очень тонких, звонких девушек, практически с идеальной внешностью. Нет, не всегда. В связи с чем, да и не только девушек, и юношей пишу, и мужчин. В связи с чем у меня появился вопрос, доводилось ли вам когда-нибудь писать обнаженных моделей пышной комплекции? Конечно, доводилось. Кстати, могу сегодня после этого ролика и показать пышную комплекцию. Или модели пожилого возраста. Да, конечно. У меня даже урок есть. Портрет пожилого человека. Я маму свою писал, и очень так... Вообще пожилых людей очень красиво писать. Это все ярко, фактурно, все конкретно. Интересно ли вам писать таких людей? Интересно. Да мне все интересно, что живое. Или это ваш осознанный выбор, только молодость? Молодость, например, капуста молодая. Вот я, например, люблю молоденькую капусту покупать. Всегда еще, даже зимой. Молодая капуста. Не говоря уже о картошке. Молодая картошка лучше, чем древняя, такая уже с гнильцой. Так устроен мир. Мы стареем. И в Строгановке у нас были пожилые натурщики. Это очень интересно. А потом мы же пишем не только форму, да, вот там молодую или там пожилого человека. Мы пишем ситуацию, в которую включены какие-то натюрморты, какой-то интерьер, одежды, шлемпампо. В общем, набор цвета. Ты пишешь цвет. Вот посмотрите, опять же, я отправляю вас к Коровину. Там ведь мы не смотрим на то, пожилой там человек изображен или какой-то молодой. Мы видим игру цвета, магию цвета, различных цветовых сочетаний. Вот это вот интересно в живописи.
После этого ролика покажу еще один. Называется «Большие задачи на малом формате». Ну, пока. Счастливо. Не забудьте отметиться в журнале. Это каждый раз нужно делать. Спасибо.